Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать кролика в пасхальном яйце. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Картинку я перенесла заранее с помощью пергамента. Посмотрите, здесь важно, чтобы кролик поместился на прянике, а то, что форма яйца с изображения не соответствует форме пряника, это не страшно, это можно подкорректировать вручную. Заливку, как всегда, начинаем с отдаленных элементов, это ушки кролика, верхняя часть головы и левая лапка. Пряник я покрыла глазурью жидкой консистенции, кистью, очень тонким слоем, только для того, чтобы перенести картинку. Вы можете покрыть пряник любым способом, залить полностью айсингом, покрыть с помощью мастихина в виде шпаклевки. Как вам больше нравится, так и делайте. Глазурь у меня в консистенции 20 секунд. В описании будет ссылка на плейлист, где можно найти видео с рецептом пряников и рецептом глазури, про консистенции глазури, как перенести картинку на пряник и другую полезную информацию. Для этого пряника я использовала глазурь белого, розового и оранжевого цветов, красители фирмы Топ Декор и Криама. Также не забываем, что смежные элементы заливаем, когда на соседних глазурь уже подсохла. Все неровности можно исправить шилом, зубочисткой или чистой влажной кистью. Комментарии, лайки, подписка – все это ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, поддержать канал, помочь в развитии, в приобретении материалов для пряников, то ссылка есть в описании под видео и в описании канала.
Примерно через 5 часов после завершения заливки можно расписывать пряник красителями. Красители можно разводить чистой водой, водкой или смесью воды и водки. Водка быстро сохнет, весь спирт испаряется с поверхности пряника, поэтому использование водки безопасно для детей. Горошины на яйце можно сделать глазурью во время заливки методом по-мокрому, но у меня оранжевая глазурь была недостаточно жидкой консистенции для этого, поэтому я их рисую красителями. Чтобы зеленый цвет был непрозрачный, зеленый краситель нужно смешать с белым красителем. Контуры у кролика рисую черным красителем, у яйца коричневым красителем.
Вот такой чудесный пасхальный кролик у меня получился, мне очень нравится этот пряник. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Если остались у вас вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме или ВКонтакте, поделитесь своими работами со мной, мне очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!